Эта история произошла в небольшой, далекой деревушке на севере, в Сибири, где на окраине жила одна пожилая, но крепкая старушка, которая жила на свою небольшую пенсию и имела свое хозяйство. Однажды мимо ее дома проходили охотники, которых она знала, и она позволила им остановиться на ночь, выпить чаю и рассказать интересные истории. Охотники принесли с собой находку, 3 крохотных волчат, которые остались без своей матери в лесу. Они взяли двоих с собой, а третьего, самого слабенького, они оставили на бабушкином крыльце. Женщина решила, что малыш отбился от деревенских собак и забрел к ней на двор, и таким образом он остался жить у нее. Однако, в деревне начали ходить недобрые слухи о побеге заключенных из ближайшей тюрьмы, и люди начали затворять и двери, и даже окна. Наша героиня жила на окраине деревни, и ей не дошли новости о побеге заключенных. Возможно, старушка и не обратила на них внимания, рассуждая, что никому она не нужна, одинокая и ни на что не годная, кроме своих кур, гусей и любимого питомца волченка. Но однажды под вечер в ее дом незвано заглянули беглые каторжники, надеясь на незаметную кражу еды и одежды. Однако все пошло не так, как они задумали. В комнате их уже ждал волчик, уже не маленький и безобидный щенок, а взрослый хищник, зарычавший на преступников и угрожающе показавший им свой звериный оскал. Один из беглецов выхватил нож и хотел ударить волчка, но тот уклонился и вцепился ему в руку, прокусив запястье. Хоть преступнику удалось ранить лапу животного, нападение волчка заставило их понять, что перед ними взрослый и опасный хищник. Забрав раненого приятеля, преступники попытались скрыться, но собаки-сторожа Умок и Барсик услышали чужой запах и запах крови и разразились лаем и вой, что вывело на улицу всех жителей деревни с топорами, вилами и ружьями. Беглецов поймали и сдали участковому, а волчок, благодаря своей отваге, пошел на поправку.